Приветствую вас, ласточки! С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка на сайт вот, там есть куча материалов для вас полезных. А мы сегодня будем говорить о том, что это ничего не значит. Обычно женщина видит мужчину, он делает какие-то действия, и женщина говорит: точно стоит обратить на него внимание. Он, видать, на меня запал, он за мной ухаживать пытается. Сейчас я присмотрюсь к нему, сейчас я ему глазки построю, у нас сейчас как завертится все. А на самом деле все, что он делает, ничего не значит. И что же это такое ничего не значит, мы сегодня с вами разберемся. Для чего? А для того, чтобы вы на шару не разворачивали свои перышки, хвостики, не строили планы на будущее, потому что строить там нечего. А могли потом внимательнее посмотреть по сторонам и найти других более достойных мужчин. Ха-ха. Почему я вам об этом говорю? Я психолог, работаю с женщинами почти 20 лет. Если вдруг вы не знаете, как меня зовут, я Алла Касаткина, сайт «Ладная я» – это мой сайт. Подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин» есть в описании этого видео. Красная кнопка призывает вас подписаться на канал. Жмем и подписываемся. Лайки и комментарии любит YouTube. Я их тоже очень люблю, потому что это ваша признательность за мою работу. Давайте будем вежливыми. Итак, что же это такое? Это ничего не значит. Почему? Кажется, да? Но смотрите, вы встречаете мужчину, чаще всего это происходит где-то, может быть, даже по работе, либо вы пришли куда-то я не знаю, на консультацию к врачу, к агенту по недвижимости, в банк, еще к своим контрагентам куда-нибудь зашли, или вообще где-то оказались, и мужчина вам аккуратненько открывает дверь, улыбается, спрашивает: добрый день, как ваши дела, как ваше настроение, или даже коллега по работе вдруг начинает у вас там спрашивать, хочет вам чего-то помочь, предлагает вам то, что вам, допустим, помогло бы вам решить какую-то рабочую задачу, то есть начинает вам оказывать вроде как поддержку, помощь, либо подсказывает вам: ты знаешь, тут ты этого не делай, тут вот так, обрати внимание на это. И что делают женщины сразу? Женщины сразу, у них там внутри включается лампочка: ага, он на меня обратил внимание, я ему нравлюсь, и женщины начинают глазки строить, женщина начинает ему в ответ улыбаться, женщина начинает думать, что мужчина за ней ухаживает. У меня одна клиентка когда-то к стоматологу ходила с совершенно здоровыми зубами, потому что он очень хорошо расспрашивал ее о здоровье, что ее беспокоит, гладил ей ручку, чтобы она не боялась сидеть в кресле, открывал дверь, просил позвонить, если будет какие-то тревоги. И вот она ходила полгода к нему на прием раз в месяц регулярно со здоровыми зубами. Он осматривал рот и отправлял ее обратно, говорил: если что-то будет беспокоить, приходите. Она через месяц еще раз приходила. Она думала, что он за ней так ухаживает, но не решается. И когда она ему потом уже решила открыться, что, мол, давайте уже приглашайте меня на кофе, давайте уже, вы так мне глазки строите, он сказал: извините, я ничего не имею к вам, я просто хороший стоматолог и внимательный к своим клиентам. Такие вещи бывают очень часто. И вот для того, чтобы вы не разочаровывались, знайте, это ничего не значит. Мужская вежливость, мужская готовность помочь – это еще ни о чем. Это еще ни о чем. Да, он рядом с вами хороший, воспитанный мужчина или человек, который является хорошим специалистом и заботится о своей клиентуре. Ни больше, ни меньше. Важный момент, чтобы вы никогда не ошибались на будущее. И не строили себе иллюзий, потому что когда женщина себе нафантазирует, разочаровывается очень неприятно. Почему? Потому что нам кажется, что мы влюбились, а нас отвергли. Там еще неоткуда отвергать и не во что влюбляться было. Так вот, если вы будете в начале общения с мужчиной, когда он проявляет, вам кажется, что он проявляет вам знаки внимания, немножко глупее и недогадливые, то есть не замечать, не обращать внимания, пока вас не поймают за руку, не скажут: слушай, моя дорогая, я все-таки хочу тебя куда-нибудь пригласить. Я хочу, чтобы ты уделила мне внимание. Вот когда вам это сказали, вот тут уже можно рассматривать мужчину как серьезно проявившего в вас интерес. Пока вас спрашивают, как у вас дела, как вы спали, как вы кушали, что вам снилось, открывают перед вами дверь, подают ручку на выходе из транспорта или помогают спуститься по ступенькам, предупреждают, что там скользко, или вот здесь не надо стоять на сквозняке, знайте, это банальные знаки внимания.
Лучше будьте немножко ветреными и невнимательными в начале общения с мужчиной. Больше шансов, что мужчина начнет действовать активнее, и тогда уже он точно проявит свои намерения. И тогда вы будете понимать, вы готовы откликнуться на его ухаживание или нет. Вот такой сегодня у меня для вас совет. Будьте немножко легкомысленнее. Комментарии, лайки мне очень нравятся. Я буду рада. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я». Пока-пока.